Всем привет, с вами снова Вася, и вы смотрите новостной дайджест. На этой неделе стало известно, как примерно будет выглядеть Galaxy S10, Sega анонсировала Mega Drive Mini, а Стивен Спилберг покажет, как нужно снимать комиксы. И еще, в прошлом дайджесте я обещал сделать рецензию на фильм «Тихое место». Ну, я ее сделал, а вы ее посмотрели? Если нет, то она вот по этой ссылочке, а мы начинаем. Поехали! Не успели мы толком познакомиться с Galaxy S9, как в сети начали появляться слухи, связанные с новым флагманом Samsung. Некоторые источники заявляют, что устройство может получить дизайн уж очень похожий на 10-й iPhone. Говорю я сейчас, конечно же, о челке. Верьте, не верьте, но новый патент компании описывает гаджет, очень похожий на девайс от купертиновцев. Монобровь, тонкие рамки, вот это вот все. Ну, слава богу, мини-джек оставили на месте. Конечно, это может быть дизайн бюджетного устройства Samsung, но все равно тот факт, что даже они собираются копировать Apple, уже настораживает. Ты жалуешься на основании домыслов. Ты предвидишь беды, которых не произойдет. Действительно, ведь все это слухи. Некоторые источники утверждают, что в новом Samsung Galaxy S10 будет стоять вытянутый Infinity дисплей без выреза. Диагонали новых флагманов увеличатся незначительно. Стандартная версия получит 5,8 дюймов, а плюс 6,3. Это объясняется тем, что верхняя и нижняя рамки станут меньше. В остальном дизайн устройства не сильно будет отличаться от нынешнего флагмана. Смартфон должен получить дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и 3D-камеру. Последняя сможет сканировать объекты и создавать их объемные модели. Звучит все это интересно, посмотрим, что из этого окажется правдой. Немыслимо, но... все правда. Ну а пока напишите в комментарии, верите ли вы в то, что у нового Samsung тоже будет челка. Гибкие смартфоны — это будущее, но пока все об этом только говорят и ничего не показывают. Судя по всему, такое положение дел не только меня не устраивает. Сотрудники Тайваньского научно-исследовательского института представили миру первый прототип устройства со сгибающимся дисплеем. Его работу показали на видео. В ролике, конечно, мало информации, но в целом концепция таких аппаратов становится предельно ясной. Это лишь первая грубая модель. Сгибающиеся дисплеи помогут сделать девайсы с большим экраном более компактными. Смартфоны будут напоминать раскладушки с подвижной частью посередине. Это обусловлено тем, что на данный момент нет возможности создать полноценный гнущийся корпус. Второй проблемой таких гаджетов является их недолговечность. У сгибающихся экранов ограничен ресурс открытий. Прототип из видео, например, придет в негодность после того, как его согнут 200 тысяч раз, что произойдет примерно через 4 года. Как бы там ни было, это только первые шаги. Samsung в следующем году обещали показать нам полноценное устройство, так что ждем с нетерпением. Если у вас, как и у меня, в детстве не было приставки от Sega, то компания дарит нам второй шанс. В честь 30-летия платформы Sega представила миру Mega Drive Mini. А это что? Не знаю. Какая-то антикварная Nintendo, что ли? Это переиздание классической ретро-консоли из 90-х. Теперь в культовые игры 16-битной эры можно будет поиграть и на современном телеке. Красота! К чему все эти 60 FPS, графон, терафлопсы, когда можно снова вернуться в славные времена войны битов? На самом деле подробностей о приставке крайне мало. Сейчас известно только то, что изначально продавать консоль планируют лишь в Японии. Выберется ли она за ее пределы, неизвестно. Также нам не сказали стоимости комплектации Mega Drive Mini. Говорят, на консоли из коробки будут предустановленные игры. Ну, это логично, ведь сложно представить приставку от Sega без Соника. В общем, ждем новых подробностей от компании. Ну и чего ты тут ждешь? Не знаю, чудо какого-нибудь. Напишите в комментариях свою любимую игру из тех времен, когда биты значили все. Популярность комикс-адаптации добралась и до Стивена Спилберга. Культовый режиссер снимет фильм по мотивам комиксов DC. Но только это будет не скоро, и нынешнюю ситуацию с проблемной франшизой от Detective Comics это не исправит. Но раз есть хотя бы крошечный шанс... Какой шанс создать монстра? Компания Warner Bros. Очень впечатлена сотрудничеством со Спилбергом над картиной «Первому игроку приготовиться». Укрепить союз они планируют, занявшись экранизацией комиксов о черных ястребах. В центре сюжета отряд пилотов Второй мировой войны, которые борются с тиранией и несправедливостью. Тема достаточно приземленная, еще и основанная на реальных событиях, как раз то, что нужно Спилбергу. Проект находится на ранней стадии разработки, так что никакой информации о старте съемок, как и о касте, нет.
На этой неделе в кино можно посмотреть «Такси 5». Что я могу сказать об этом фильме? Ну, это совершенно очевидное паразитирование на известном имени. Начнем с того, что Даниэля и Эмильена в фильме не будет. Их заменят неизвестными нам молодыми актерами. Вы что? С этими молодыми надо держать ухо востро, иначе потом сам рад не будешь. Я думаю, на этом можно закончить. Да и короткое описание сюжета тоже не внушает доверия. Племянник Даниэля с офицером полиции должны отловить банду грабителей, которые гоняют на Феррари. Словом, если вас все это не смущает и вам главное посмотреть на тюнингованное белое Пежо, то милости просим. По традиции, те, кто фильм уже посмотрели, могут делиться впечатлениями в комментариях. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Не забывайте про наш телеграм-канал, блог и прошлые выпуски Посмотрено и новостного дайджеста. Увидимся через неделю. Пока.